В этом пакетике находится 26-я серия коллекционных мини-фигурок, которая посвящена теме космоса. Всего коллекция состоит из 12 мини-фигурок, где каждая упакована в отдельную фиолетовую коробочку с логотипом темы космос, а также с общим изображением серии. Сейчас мы распакуем каждую из них и взглянем на все эти фигурки. Начинаем. В первой коробочке нам попались детали для сборки космонавта, выходящего в открытый космос, плюс вот такой вкладыш с изображением серии и небольшой инструкцией по сборке некоторых из них, которые присутствуют в каждой такой коробочке. Фигурка выполнена с тем же дизайном, что и фигурка космонавта из 15 серии, хоть и с небольшими отличиями. В этот раз это девушка, которая, видимо, должна составить ему пару. По крайней мере, это нормальная практика для лего, в чем мы вскоре убедимся. Мне нравится голова мини-фигурки, где кроме изображения лица имеется принт ее спецодежды, который аккуратно покрывает голову. Фигурка в своем наличии имеет космический ранец, который является новым элементом. Он украшен большим количеством уникальных элементов с принтами, таких как объектив камеры, рычаги управления ранцем и плиткой 2х3 с изображением логотипа серии «Космос». Данный логотип также встречается на плече и на груди фигурки. Фигурки данной серии, как всегда, устанавливаются на черные подставки, но в этот раз на подставках присутствует принт звезд, подчеркивая принадлежность серии к космосу. Из второй коробочки мы собрали фигурку самозванца, которым управляют маленькие пришельцы. Фигурка имеет абсолютно новый элемент волос, а также чудную антенну на голове. На спине фигурки напечатана дверь, через которую, видимо, инопланетяне забираются в свое человекоподобное изобретение. Лицо фигурки двустороннее, где второе представлено чем-то вроде кабины для управления, в окне которой видно еще одного инопланетянина. По своей задумке и своему исполнению это одна из моих любимых фигурок серии. Под номером 3 нас встретил забавный инопланетянин, который, судя по футболке, прилетел на Землю с туристической целью. Поверх футболки надета классная рубашка с узором из листьев и звездочек, а на голове пришелец имеет шляпу детектива из прошлой серии фигурок в новом бирюзовом цвете. Из аксессуаров ему доступны рюкзак и фотокамера, чтобы запечатлеть все знаковые места планеты Земля. Коробочка номер 4 подарила нам фигурку космической героини в стиле ретро. Это еще один случай, когда компания создала парную по стилю фигурку, так как в 17 серии нам уже встречалась фигурка космического ретро-героя. Тем не менее, данная фигурка имеет ряд отличий, в частности это цвет и абсолютно новый шлем с выступающим оранжевым хвостом. Под шлемом скрывается двойное лицо, каждое из которых полно решительности. Отдельного внимания заслуживает ее питомец – роботизированный бульдог с ярко-розовыми глазами. Из следующей коробочки была собрана фигурка с отсылкой к старой космической подтеме Lego, которая носит название M-Tron. Данная фигурка выполнена в той же цветовой гамме, что и ее старшие собратья, правда с более современным подходом к печати и детализации. Персонаж специализируется на поднятии тяжелых предметов и грузов, именно поэтому за его спиной можно обнаружить специальный рюкзак с клешней, которые соединены между собой новым гибким элементом, напоминающим кабель. Фигурка имеет двойное лицо, где второе представлено проецируемым дисплеем, который заменяет привычное забрало шлема, характерно для фигурок M-Tron. В следующей коробочке спрятались детали весьма интересной фигурки. Это медсестра Android. Первое, что бросается в глаза, это ее прозрачные руки в транс-голубом исполнении. Да и вообще цветовая схема фигурки и ее детальные принты очень цепляют глаз. На руках она имеет принты мониторов с показателями здоровья, а на спине индикатор заряда батареи. Под ее присмотром находится вот такой уникальный космический малыш, который явно будет желанной фигуркой среди любителей темы космос. Впервые такой малыш появился в 24 серии и был выполнен в синем цвете. Данная версия выполнена в розовом и продолжает линейку малышей в скафандрах. Не удивлюсь, если в будущем мы увидим еще парочку в других цветах. Из седьмой коробочки явила себя на свет фигурка, что покорило мое сердце. Это костюм поклонника летающих тарелок. Хоть аксессуарами фигурка не блещет, но зато как креативно она выполнена.
Ее торс и ноги покрыты узором из звезд, как те, что украшают подставки. На обратной стороне она имеет изображение Земли и Луны, которые, по моему мнению, смотрелись бы лучше с лицевой стороны фигурки. Можно, конечно, поменять местами руки, но лучше не рисковать во избежание поломок. Сама летающая тарелка состоит из двух частей. Это купол и ее основание, которое фиксируется на шее фигурки. Открыв очередную коробочку, мы собрали еще одну фигурку с отсылкой к старой космической подтеме Лего. На этот раз это Ледяная планета 2002. Данная подтема была популярна тем, что представила неоновый транс-оранжевый цвет и астронавтов, которые выживали в условиях ледяной планеты. Фигурка имеет оригинальную цветовую схему и более современную детализацию. Также, среди прочего, она имеет альтернативное выражение лица и дополнительный элемент волос вместо шлема. Цвет волос и общий вид фигурки наводит на мысль, что это Доктор Келвин, только в современном исполнении. Помимо крутого шлема, наплечников и пилы, фигурка дополнена робо-пингвином, который гордо носит эмблему подсерии на своем брюшке. Мне понравилось, что так называемые глаза пингвина выполнены в едином стиле со шлемом самой фигурки, тем самым дополняя ее еще больше. Следующей фигуркой оказался робот Дворецкий. Его особенность и уникальность в том, что шлем, в который помещена его голова, искажает цвет и придает голове фигурки причудливую форму. Если его снять, то под шлемом мы увидим обычную стандартную голову в приятном лимонном цвете. Также отлично смотрятся его гофрированные ноги с колесами в основании, которые хоть и не крутятся, но создают эффект подвижности. Из аксессуаров ему доступны венчик и кастрюля, в которой он что-то активно взбивает. Следующей фигуркой мне попался пришелец Битлзоид, который, думаю, тоже является отсылкой к подтеме «Галактический отряд». Сравнив фигурку со своим предшественником, можно обнаружить схожие черты дизайна торса. В современной фигурке используются крылья, другие ноги и абсолютно новый элемент головы, однако схожесть между этой фигуркой и фигуркой 2013 года выпуска исключать не стоит. Даже их названия имеют схожие черты. Следующей фигуркой оказалась фигурка созвездия Орион, что уже является чем-то необычным. Фигурка выполнена в прозрачном фиолетовом цвете с блестками, которые имитируют звезды. Идея фигурки, как и ее внешний вид, просто класс. Единственный маленький недостаток – это печать на ногах, которая, как и сами ноги, имеет определенный процент прозрачности, хотя я уверен, что она должна быть более видимой. Волосы фигурки представлены в новом трансфиолетовом цвете и последний раз появлялись у спринтера из 25-й серии. В этом же цвете выполнены и аксессуары фигурки – дубина и щит, на котором изображено одноименное созвездие – Орион. Ну и в последней 12-й коробочке мне попалась фигурка мутанта с прямой отсылкой к подтеме Blacktron 2. Благодаря своим аксессуарам, контрасту цветов и двойной руке мутанта, фигурка имеет замечательный внешний вид, ну как минимум необычный уж точно. От классических фигурок Blacktron 2 данная фигурка унаследовала лишь цветовую схему и логотип на груди, все остальное это современное видение дизайнеров. Как итог, хочу сказать, что после своего релиза данная серия не произвела на меня впечатления и казалась мне скучной, но мое мнение изменилось в процессе съемки этого обзора. Покрутив все фигурки в руках и взглянув на них собственными глазами, я понял, что они более интересны, чем мне казалось ранее. А теперь и вы взгляните на них еще разок повнимательнее и напишите свое мнение в комментариях, будет интересно почитать и обсудить.
Напоследок скажу, что данная серия тоже легко сканируется, так же как и предыдущая. Если кто-то еще не знает, как это делается, можете посмотреть видеообзор фигурок 25 серии на нашем канале, где все подробно описано. Все коды фигурок я оставлю в описании. Подписывайся на канал и следи за новинками LEGO вместе с нами. На этом все. Всем пока!